Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Доброе утро, уважаемые единомышленники. Я думаю, что именно термин «единомышленники» сегодня наиболее точно отражает тех, кто здесь собрался в Национальном центре «Россия». Здравствуйте еще раз. Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Этот открытый диалог собрал огромное количество участников из 102 стран мира. И пусть не все они смогли очно поучаствовать и быть здесь сегодня, но я уверен, что они и еще сотни тысяч людей наблюдают за тем, что здесь происходит, через трансляцию на сайте russia.ru. Вчера у нас состоялись питч-сессии. Все авторы эссе, которых пригласили для очного участия в Москву, поделились своими идеями с коллегами. И по итогу этих питч-сессий по каждому тематическому вектору были определены 6 лучших эссе, авторы которых сегодня примут участие в панельных питчингах. Я пока не буду называть имен, пусть сохранится небольшая интрига. Давайте, кстати, эссеистов тоже поприветствуем, тех, кто здесь в зале у нас находится. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вообще говоря о будущем, вижу два подхода, как можно в него смотреть. Можно, например, мечтать о будущем. Ну, кто у нас мечтает о будущем? В основном футурологи и фантасты, да? С одной стороны, вроде бы это не очень рационально, потому что в этом слишком много романтики. А с другой стороны, не благодаря ли этим фантастам и футурологам, я в руках держу сейчас электронный планшет, который подсказывает мне, что говорить, и по нему же я могу легко связаться, например, по видеосвязи со своей супругой. А не благодаря ли этим фантастам, которые когда-то предположили, что можно летать по воздуху, прямо сейчас во всем мире одновременно взлетают сотни, а то и тысячи самолетов. Вроде ничего, такой подход. Второй подход более рациональный. Он звучит так. Думать о будущем. Думать о будущем — это чуть более серьезно. Это значит опираться на объективные данные, на анализ и статистику. В конце концов, опираться на то, что ты видишь на самом деле, то, что уже существует. Какой подход правильный, честно, не знаю. Какой подход будут использовать наши сегодняшние эксперты в своих выступлениях, для меня пока тоже загадка. Но на протяжении сегодняшнего утра мы с вами ее точно разгадаем. Меня зовут Дмитрий Шуманский, я буду сегодня проводником в нашем открытом диалоге. Здравствуйте еще раз, и я хочу поблагодарить всех, кто этим ранним утром встал с кровати, открыл глаза, включил, может быть, свои компьютеры и решил узнать, какое же оно будет будущее, по мнению наших экспертов. Еще раз эссеистов всех, которые в зале, я, конечно же, горячо приветствую, но для одного из них мы сделали исключение, и он у нас будет выступать по видеосвязи. Это человек, который по праву считается автором экономического чуда, превратившего сырьевую страну Малайзию в передовую экспортную страну, которая экспортирует высокотехнологичную продукцию. Человек, который по праву считается легендой азиатской политики и экономики, наравне с Ли Куан Ю и Дэн Сяопином. А за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Малайзией президент России Владимир Путин в 2003 году вручил ему орден дружбы. Давайте посмотрим сейчас на экран, потому что на нем появится Махатхир Мохаммад. Аплодисменты, друзья. Господин Орешкин, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, профессор Джеффри Сакс, президент сети ООН по решениям в области устойчивого развития,
профессор Рашид Язами, президент KVI Holdings, дамы и господа. Приветствую вас. Надеюсь, что сегодня у всех из вас будет приятный день. Во-первых, я бы хотел поблагодарить Национальный центр «Россия» за то, что меня пригласили выступить перед вами и поделиться своими мыслями с участниками открытого диалога, который проходит под девизом «Будущее мира. Новая платформа для глобального роста». Да, конечно, это довольно сложный предмет, особенно когда мир переживает турбулентность и страдает от неопределенности и с политической, с экономической точки зрения. Я поделюсь своими взглядами на то, что я за свою жизнь застал и видел в прошлом и в настоящем. Да, я на этой планете живу уже почти 100 лет, и я многое повидал за эти годы. Хотя, конечно, я не буду заявлять, что я мудрый человек, у меня есть мудрость преклонного возраста. Мудрость не всегда приходит с возрастом, и возраст не всегда делает человека мудрым. Но могу сказать следующее. Я действительно застал период, который для многих из вас, возможно, знаком только по прессе и по учебникам истории. Я расскажу вам то, что я сам испытал, поделюсь своим опытом, и надеюсь, что эти мысли помогут и вам, и мне сформировать некоторые идеи насчет того, что может ждать нас в будущем. Дамы и господа, во-первых, давайте немножко поговорим о прошлом и отчасти о настоящем. За период своей жизни я стал свидетелем ряда важных войн, увидел много технологических изобретений и застал поразительные плоды технического прогресса. И при том, чем цивилизованнее становились люди, тем разрушительнее становились их действия по отношению к жизни и к миру в целом. То есть, чем более цивилизованным становится мир или заявляет, что он таким становится, тем хуже и негуманнее люди себя ведут. Во время окопной войны, Первой мировой войны, погибло почти 20 миллионов людей. Эта цифра выросла более чем в 2 раза по результатам Второй мировой войны. За 3 десятилетия, которые прошли между Первой и Второй мировыми войнами, технология развивалась семимильными шагами, и технологический прогресс улучшил комфорт и жизнь людей. Но те же самые технологические достижения позволили создать более совершенное оружие и машины войны, которые многократно увеличили способность и возможность людей убивать себе подобных. За этот период были созданы атомные бомбы и испробованные. Конечно, это было научное достижение, но на Хиросиму и Нагасаки были сброшены 2 бомбы, которые убили, по подсчетам, около 200 тысяч человек. Кроме того, на протяжении многих лет те, кто пережили эту бомбежку, и их потомки страдали от чудовищных последствий радиационной болезни. Современная история также показала, как современные технологии в сфере вооружений использовались в целях совершения геноцида и для уничтожения целых городов вместе со своими жителями. Вот в данный момент мы наблюдаем геноцид в Палестине, который проводит режим настолько жестокий и безжалостный, что использует это современное оружие в худших из целей. Это оружие настолько совершенно, что 1000 человек можно уничтожить буквально за несколько дней.
Безусловно, наша природа, прогресс человеческой природы отстает от прогресса технического. Казалось бы, что мы на самом деле сейчас не более цивилизованы, чем наши предки из каменного века. Кроме того, в конце Первой мировой войны, однако же, мир застал пандемию испанского гриппа, испанки. И за 2 года от нее умерло от 20, точнее говоря, до 50 миллионов человек. Хотя по некоторым данным жертвами испанки стали 100 миллионов человек. Наше нынешнее поколение тоже застало пандемию COVID-19. И с начала пандемии в 2020 году от ковида, по разным оценкам, погибло всего лишь немногим более 7 миллионов человек. Конечно, это не совсем корректное сравнение, это не полные аналоги, но можно порадоваться тому, что современная медицина намного улучшает наши шансы переживать такие пандемии. Если мы почитаем учебники истории, мы узнаем об ужасных пандемиях, которые испытал на себе древний мир, даже Юстинианова чума или черная смерть в средние века, смертность которой превысила смертность современных пандемий. Это поражающее воображение цифры, особенно если учесть, что население мира в те годы составляло лишь малую долю от того количества людей, которые живут на планете сейчас. Что я хочу сказать? Мы, безусловно, оплакиваем смерти тех, кто погиб в результате развития технологий, в ходе конфликтов и войн. При этом те же технологические решения в сфере медицины помогают спасать жизни и будут помогать спасать их в будущем. Дамы и господа, мы сейчас обсуждаем разные и зачастую несовместимые друг с другом последствия технологического прогресса, но я остаюсь оптимистом, потому что я видел чудеса технологических достижений, которые помогают человечеству выживать. В начале 20 века мы увидели взрывной рост информационных технологий, что, по сути, ускорило процесс глобализации. Сегодняшние технологические достижения продолжают стирать границы. Средства общения, средства коммуникации сделали границы еще более проницаемыми. Это помогло расширить мировой рынок, и сегодня объем мировой торговли исчисляется триллионами долларов. В то же самое время прозрачные границы — это массовая миграция. Что также интересно, это разработки в сфере искусственного интеллекта. Они обещают безграничные знания в абсолютно любых областях, которыми когда-либо интересовалось человечество. Даже еще до появления ИИ, даже до того, как он вошел в моду, мы уже начали учиться в интернете, просматривая, например, какие-то образовательные ролики в YouTube. Молодые люди смотрели ролики на YouTube и учились там делать какие-то вещи, которые их родители сделать бы не смогли, и ради чего родители бы их обращались бы к специалистам. Я, конечно, сам пытаюсь следить за новыми технологическими достижениями, но должен признать, что мне тяжело не отставать, и не потому, что я не пытаюсь. Досадно то, что скорость появления этих новых разработок так высока, что только тебе кажется, что ты во всем разобрался, как понимаешь, что ты отстал на 1-2 поколения или обновления. Дамы и господа, на основе того, что я видел в прошлом и вижу в настоящем, я считаю, что эти технологические решения и дальше продолжат улучшать жизнь человечества
и будут помогать тем, кто умеет ими пользоваться. Но, как и в прошлом, проблема заключается вот в чем. Чтобы большинство человечества могло процветать благодаря этим новым решениям, необходимо предоставить большему количеству людей доступ к этим технологиям и решениям и научить их понимать их. Образование особенно принципиально важно, если мы хотим, чтобы эти новые научные достижения и технологии стали доступными для всех школьников. Только тогда они станут прекрасными инструментами для построения более справедливого и равноправного общества. И, как и всегда, говорили, опасность новых технологий заключается в том, что они могут попасть не в те руки. А в таком случае они приводят к изготовлению более смертоносного оружия массового уничтожения, которых и так уже предостаточно в мире. Я верю в человечество, но я также беспокоюсь, что новое, более технологически продвинутое поколение, может быть, не отдает себе отчета в том, что эти мощные инструменты перемен не будут такими уж замечательными, если они не служат на благо всему человечеству. Только если человечество сообща, как целое, получает что-то полезное, извлекает пользу из этих технологий, тогда у них есть подлинная ценность. Необходимо понимать эту истину, и если мы это сможем осознать, то мир станет лучше, и в нем технологии и интеллект на основе гуманности и человеческого подхода заложит фундамент для нового мира и позволит предотвратить новые войны. Спасибо за внимание. Уверен, что Махатхир смотрит нас сейчас тоже онлайн. Давайте еще сильнее ему поаплодируем за такой прекрасный старт нашего открытого диалога. Поставлю сейчас невыполнимую задачу для наших синхронных переводчиков. Не знаю, есть ли такая фраза в других языках, но вот то, что сейчас происходило здесь на экране, у нас в России называется «золотые слова». То есть речь, пронизанная истиной, добром, позитивом и, самое главное, очень правильными предостережениями относительно новых технологий, которые попадают в нужные или ненужные руки. Это то, о чем, наверное, человечеству предстоит задуматься еще более плотно и глубоко. Едем дальше, друзья. Наш открытый диалог называется «Будущее мира. Платформа глобального роста». Название, конечно, интересное, но а что такое платформа глобального роста? А об этом нам расскажет наш спикер, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин. Встречаем! Всем доброе утро. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Москва встречает позитивом. Сегодня я хотел поговорить о том, как выглядит платформа глобального роста. Ну, начать, наверное, хотел вот с такой картинки. Вот эти вот прекрасные шедевры архитектуры. Кто-нибудь знает, что это за город? Вот. Даже если есть люди, которые из Казани, видимо, приехали сегодня сюда. Это действительно город Казань, город очень красивый, очень интересный, с самобытной культурой, вкусной кухней, конечно же, радушными, гостеприимными людьми. Но я не просто так показываю картинки из Казани. В прошлом году, в конце прошлого года, в октябре, там прошел очень важное событие. Это саммит БРИКС, который собрал в себе не только сами страны БРИКС, но большое количество участников со всего мира. Если посмотреть на участников этого события в прошлом году, то, как мы видим, это практически больше 2/3 населения нашей планеты были представлены на этом мероприятии, 50% глобальной экономики. Действительно, БРИКС и те страны, которые объединяются вокруг этого объединения, действительно становятся ключевой силой мировой экономики, ключевым фактором, который двигает эту мировую экономику вперед. Что очень важно, БРИКС — это не объединение против кого-то.
Главные принципы, на которых работает эта организация, это принципы консенсуса, то есть ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против. И, конечно же, это принципы позитивной повестки. Разные страны высказывают разные инициативы по разным направлениям. И главное, что эти инициативы, они реализуются во благо всех участников этого объединения и на самом деле во благо всего мира. Много тем обсуждалось, и технологии. Интересной инициативой выступал председатель Си Цзиньпин. Много инициатив по финансам, по торговле, по развитию человека в наших странах. И на самом деле та дискуссия, которая у нас происходит здесь сегодня, это обсуждение тех же ключевых треков, которые обсуждались в том числе на саммите в Казани. Но перед тем, как посмотреть в будущее, я сделаю несколько шагов назад и поговорю о том, как развивается глобальная экономика. Если даже посмотреть довольно короткий период времени, период после Второй мировой войны, то мы увидим ряд крупных волн экономических циклов, которые двигали каждый раз все сильнее и сильнее вперед глобальную экономику. Сначала был период поствоенного восстановления, затем новые индустриальные страны и Япония стали такими лидерами технологического и экономического развития. Начало 21 века – это уже эпоха стран БРИКС с такими странами, как Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР, совершающими основной вклад в движение глобальной экономики вперед. Важно, что каждая такая волна формируется, развивается, реализуется на основе неких базовых институтов, которые позволяют этой волне случиться. Это и определенные технологические наработки, это торговая и финансовая система, это механизмы инвестиций, потому что без инвестиций экономического роста не бывает. И понятно, и это очевидно, что те страны, которые эти элементы для глобального роста предоставляют, они делают это не просто так. Они делают в том числе во многом для того, чтобы обеспечить свое экономическое положение на нашей планете. Ну, просто приведу пример. Мы прекрасно знаем, что большая часть экономического развития второй половины 20 века и начала 21 века основывалась на платформе экономического роста, где в основе стояла такая страна, как Соединенные Штаты Америки. И мы видим, что по результатам довольно большую выгоду США из этого получила. Можно взять, посмотреть такие документы, как, например, международную инвестиционную позицию США, и мы увидим, что в такие простые инструменты, как наличная валюта, простые банковские депозиты или государственный долг, весь мир проинвестировал в США более 12 триллионов долларов. То есть это тот объем товаров и услуг, которые американское общество потребило, практически ничего за них не заплатив, предоставив услуги своей финансовой системы. Действительно, это выгода для США, но также это стало важным условием прогресса и движения вперед всей глобальной экономики. Ключевой вопрос, где будет движение вперед, какая волна глобального экономического роста следующая. Вот такой довольно простой график. Сейчас я о нем вкратце расскажу. Вертикальная ось – это уровень урбанизации, то есть доля городского населения в структуре населения конкретной страны. Горизонтальная ось – это уровень экономического развития, то есть это ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Размер кружочка – это уровень рождаемости, это количество детей, которое родилось в стране. Вот эта картинка 23-24 год, и мы видим, что все страны мира выстроились вот в рамках некой общей тенденции. И на самом деле, если мы посмотрим на историю, вот можно показать, посмотреть на следующий график, к сожалению, не показывается. Мы двигаемся от левого нижнего угла вверх до правого верхнего. То есть у нас страны потихонечку перемещаются по мере экономического развития. Мы имеем общую тенденцию роста урбанизации, мы имеем общую тенденцию догоняющего, опережающего роста экономической динамики. Как я сказал, последние 20-30 лет это эпоха стран БРИКС,
И Китай, который сейчас находится уже ближе к правому верхнему углу, в начале 90-х он начинал свое движение с левого нижнего угла. Вот, кстати, анимация заработала. Мы видим, как Китай, сейчас нам будет продемонстрировано, как Китай продвигается из левого нижнего угла. Вот примерно 90-й год, где Китай находился, 2000 год, 2010, 2020 и сегодняшние дни, 2023-2024 год. Вот так вот эта динамика прошла. Если мы говорим о том, что будет происходить дальше, то мы должны обращать в первую очередь внимание на те страны, которые находятся ближе к левому нижнему углу, потому что именно здесь максимальный потенциал и догоняющего экономического развития, потенциал роста урбанизации. Самый большой по размеру кружок на этой карте, конечно же, это Индия. Рождаемость здесь составляет порядка 23 миллионов детей ежегодно. Нигерия 8 миллионов. Пакистан еще порядка 7 миллионов рождений ежегодно. Эфиопия тоже один из самых крупнейших по размеру и быстро растущих с точки зрения населения стран, которые имеют гигантский потенциал движения вперед. В этом мире еще многое предстоит сделать для того, чтобы эти страны двигались вперед, чтобы уровень жизни в них повышался, качество жизни в них повышался. И через движение этих стран вперед, а также, конечно же, стран-лидеров современной экономики. Китай у нас крупнейшая экономика мира. Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. Да, наши страны, Россия и Китай, будут продолжать движение, но уже не так быстро, как это происходило 20-30 лет назад. На смену с точки зрения динамики, с точки зрения вклада в глобальный рост будут приходить новые лидеры. И наша с вами задача, и суть нашего сегодняшнего обсуждения, какие инициативы, какие проекты мы должны совместно реализовать для того, чтобы мы двигались вперед. Ключевые элементы, которые делают экономический рост, движение вперед, развитие обществ возможными, это, конечно же, технологии, это развитие среды, в которых живет человек, это, собственно, развитие человека, его качеств, раскрытие его потенциала, ну и, конечно же, связанность между нашими странами. Торговля, обмен знаниями, культурные обмены, все это позволяет нашим обществам становиться богаче и двигаться вперед. Но действительно, если посмотреть на все эти элементы, если еще 50 лет назад это в основном Америка, Европа, Япония предоставляли передовые решения и в технологиях, и в других сферах, то сейчас на это место приходят страны БРИКС. Вот я попытался выбрать несколько интересных направлений. В технологиях Китай – это робототехника, искусственный интеллект, передовые решения в электронике. В России энергетика, беспилотные системы, где Россия является одним из лидеров. Индия, Арабские Эмираты – это и программное обеспечение, и финансовые технологии. Все то, что уже является передовыми решениями в мире. Мы реализуем очень большие проекты, связанные в инфраструктуре, от Северного морского пути трансарктического транспортного коридора, который реализует Россия. Большая инициатива Китая «Один пояс, один путь», которая предполагает реализацию гигантского количества инфраструктурных проектов по всему миру. Строительство крупнейших портов, соединяющих и железных дорог, развитие торговых связей. На самом деле, если так посмотреть, то в так называемых экономиках Европы или США инфраструктурное развитие практически остановилось. Количество новых проектов, которые реализуются, минимально. Все инфраструктурное развитие сейчас сосредоточено в глобальном юге, в странах БРИКС. Именно здесь реализуются крупнейшие проекты, именно здесь появляются новые города. Вот я говорил, например, про Индию. Да? Индия в ближайшие десятилетия будет передвигаться вот на том схематичном графике с левого нижнего части в правый верхний. Что это будет означать? Вот мы сегодня находимся в Москве, город, в котором по разным подсчетам 12-13 миллионов жителей. Вот Индии предстоит за ближайшие десятилетия построить порядка 30 таких же городов, практически с нуля, для того, чтобы достичь хотя бы среднего мирового уровня по уровню урбанизации. Вы понимаете, какой это объем инвестиций, какой объем потребности есть в новых инвестициях.
Очень много вкладывается в города. Вот я сейчас сказал о той задаче, которая стоит перед Индией. Россия, уже имея очень высокий уровень, гораздо выше среднемирового по урбанизации, сейчас реализует мощный проект по реновации тех городов, которые создавались в прошлые века. Это создание современной инфраструктуры, новых условий для реализации человеческого потенциала. 200 городов крупнейших получат свои мастер-планы, которые покажут ключевые направления их развития. А в целом по нашей стране больше 2100 опорных населенных пунктов, которые будут активно развиваться и становиться центрами экономического роста. Новые столицы возводятся в Индонезии, в Египте. Это действительно крупные амбициозные проекты. При этом среда — это не только сами города, но это та инфраструктура, которая создается вокруг городов. Ну и, конечно же, понятно, что самое главное — это человек, развитие потенциала человека, потому что именно люди, именно вот те люди, которые сидят здесь в зале, реализуя свои проекты, донося свои идеи, достигая результата, меняют жизнь во всем мире к лучшему. Поэтому создание инструментов развития потенциала, да, вот здесь упомянуты крупнейшие в России и Китае проекты по созданию новых кампусов международных университетов, и наши университеты поднимаются в топ глобальных рейтингов, становятся ключевыми источниками знаний и развития. Создание и реализация технологий по сбережению человека, что очень важно. Это касается и фармацевтики, и в целом доступности медицинских технологий. Здесь так же, как и по другим направлениям, наши страны становятся лидерами и формируют необходимые элементы для глобального роста. Я еще раз хотел вас всех поблагодарить, что вы, и даже тех, кого нет сегодня здесь в зале, кто прислал свои эссе, кто высказывает свои идеи. Еще раз повторюсь, без этих идей невозможно наше будущее. Только наши с вами идеи, их успешная реализация будет двигать глобальную экономику вперед. Вот я вчера вечером, когда совершал вечернюю пробежку, еще раз прокручивал в голове тезисы своего выступления и понял, что действительно мы уже с вами сделали много, но нам предстоит сделать еще гораздо больше. Это будет очень интересно, это будет идти на благо людям наших стран, которые с каждым годом будут жить лучше и лучше. Спасибо вам большое за ваши идеи, будем их вместе реализовывать. Спасибо огромное, Максим Станиславович. Но если бы у нас сейчас с вами была срочная задача придумать хэштег к этому выступлению, то, наверное, это было бы слово «масштаб». Да, звучит масштабно. Еще раз давайте сегодня ярко благодарить наших выступающих. Это поддержка вашими аплодисментами. Это гораздо более сильная вещь, чем вы можете подумать. Прямо вот сейчас. Пусть этот зал наполнится вашей благодарностью за выступление. И это же приглашение для выступления нашего следующего спикера, конечно же. Будущее мира — это развитие. Мир не стоит на месте. Постоянное движение, достижение поставленных целей и стремление к новым вершинам. Я приглашаю в путешествие назад в будущее на пути к новой парадигме развития. А капитаном нашем путешествии станет Хуан Антонио де Кастро де Ариспакачага. Давайте встречать его прямо здесь. Это доктор экономических наук, профессор, Мадридский университет, Испания. Доброе утро. Должен сказать, что у меня тема сегодня «Назад в будущее», но надо поговорить и о прошлом, потому что в будущем необходимо избегать ошибок прошлого. Поэтому начну вот с чего. Давайте вернемся сначала в прошлое, вернемся 68 год, Париж, революция. Моему отцу нравилась песня Жильбера Бико «Натали».
He liked a lot that. Ему He нравилась эта really made a песня, lesson for me all my но life. он мне всю жизнь He admired this country, показывал, he admired что Russia, and he он admired любит Россию, the courage он любит the soldiers of this country to liberalize, and to free Europe from Nazism. So I would like to вклад start recalling русских that солдат в освобождение Европы от нацистов. this sense, no, И of the когда я people, приехал в the sense of the Москву, family, я почувствовал вот эту родственную душу, родственное настроение, похожее на то, что мы ощущали тогда в Париже. the future is today. Но давайте вернемся к теме выступления. Будущее за странами БРИКС. Together with the South. Страны БРИКС вместе с глобальным Югом. Страны БРИКС, которые вместе с Югом могут изменить многие. Эта динамика будет несопоставимой со многим с тем, что мы наблюдали в прошлом. Но для этого нам необходимо избегать ошибок прошлого. Поэтому я, наверное, поговорю немножко об этих ошибках, об этих неудачах, чтобы БРИКС, страны БРИКС могли избежать неудач прошлого. Я работал 25 лет в системе ООН, я многому научился, узнал о том, что делали страны Севера, как сопротивлялись страны Юга. Приходилось бороться против МВФ и Всемирного банка, защищать группу 77, Юг. Поэтому давайте немножко вернемся в прошлое и посмотрим, что это были за неудачи, которых нельзя повторить. Первая ошибка — это знание, она связана со знанием. Знание находится в центре всего, но к знанию недостаточно серьезно относятся. Даже наши университеты недостаточно серьезно относятся к знанию. Я говорю сейчас, вот особенно о 80-х, о 90-х. Сейчас все говорят о знаниях, но тогда знания были неким секретом Севера. Я помню, в 90-е годы говорили, вот у нас общество, основанное на знании. Нет, это общество было основано на информации, а не на знании. И эта ситуация использовалась Севером, чтобы продавать компьютер Югу. Но сам по себе компьютер не значит ничего, нужны знания. И на самом деле тогда не звучали советы МВФ или Всемирного банка развивающимся странам, им не рассказывали, как развивать базу знаний, как создавать настоящие инновации. Почему? Потому что знания страны Севера оставляли для себя. Просто доступ к информации ничего не значит. Итак, знание — это не просто остаток, это не просто часть какой-то модели капитала и труда, которую нам преподавали десятилетиями. Знание — это не просто маленький технологический коэффициент без четкого определения. Знание прекрасно, знание велико, оно должно быть в центре всего. В 2008 году я написал работу и сказал, что знание — это центральный фактор производства и определяет рост и развитие. Этот слайд здесь на испанском, но ничего страшного, идея очень простая. Знание в центре, и оно взаимодействует с трудом, с капиталом и с планетой, с устойчивостью, с экологией, с биоразнообразием, с экологическими инициативами. И в конце концов, знание, планета и устойчивость взаимодействуют друг с другом. И это все создает новый динамизм, новую динамику. Если вы ориентируете стратегию таким образом, чтобы поставить знания в центр, прогресс будет лучше и быстрее, и приятнее, и не надо ждать, пока об этом скажет МВФ. На самом деле развитие — это следствие. Не обязательно, они ставят все наоборот, все начинается как бы с сырья, потом технологий, потом знаний. Нет, на самом деле знание должно быть центральным фактором производства. Вот еще что. Международные теории торговли не помогают.
Рикардо, Ширлинг говорят, что о чем? О том, что надо концентрироваться на том, чего у вас много. Да нет, концентрироваться надо на том, чего у нас мало, на тех факторах, которых не хватает, на технологических факторах. И тогда можно построить и создать конкурентоспособность. То есть знание — это не внешние параметры, как это раньше считали, а внутренний, эндогенный, а не экзогенный параметр. И знание положительно влияет на другие факторы производства, на планету, на рост и развитие. Так, давайте теперь посмотрим, что может сделать БРИКС в партнерстве с Югом, какие прорывы, каких прорывов он может добиться. Дело не только в знаниях. Мы уже сегодня говорили с утра о технологической конвергенции, но речь идет не только об искусственном интеллекте или информационных технологиях. Мы говорим о уровне электронов, генов, байтов, уровня нейронов. Мы говорим о НБИК, нано, био, инфо и когнитивных технологиях. Они объединяются, есть конвергенция между ними, они создают динамику. Мы с профессором Фантеллой в 2005-2006 году написали книгу и попытались там наметить траекторию для конвергентных технологий для Испании. Опять же, слайд на испанском, но, надеюсь, вы понимаете, в чем смысл. Я не буду долго на нем останавливаться, но в конце концов, каждая страна имеет свою модель конвергенции между этими новыми технологиями. Необходимо учитывать сложные сети взаимодействия, и тогда можно изменить и принимаемые меры политики. У БРИКС есть возможность полностью изменить конъюнктуру, поставив в центр знания и работать совместно с глобальным югом. При этом не важно, чтобы страна глобального юга была на каком-то высоком уровне развития. Она может следовать по этой траектории на любом уровне развития. Потом, что очень важно, второй аспект, вторая ошибка, которую надо избегать, это вопрос устойчивого развития. И вот что такое зеленая конкурентоспособность? Я как-то был рядом со своим офисом и встретил там Фрэнка Джошуа. Он работал над правами, над идеей прав, связанных с изменением климата. Он работал над тем в 90-х. Это была интересная идея. Мы пытались придумать что-то новое, но я помню, что развивающиеся страны нам говорили: хорошо, пускай будет устойчивое развитие, но чтобы было развитие. И я вспоминаю сейчас эту фразу. Да, они видели, что в Европе есть зеленый пакт, и понимали, что он создает трудности для их стран. Нельзя быть бюрократами в вопросах устойчивого развития. Необходимо использовать эту мысль не как препятствие, а как возможность. Вот почему надо сместить фокус. Может быть, остановить то, как мы сейчас пытаемся способствовать устойчивому развитию, и пересмотреть это, все заморозить эту ситуацию и задаться вопросом. Может быть, просто надо посмотреть на то, чтобы мир стал зеленее за счет конкурентоспособности, чтобы у нас была конкуренция в экологичной и зеленой сфере, чтобы мы продолжали конкурировать, но оставаясь при этом экологичными. Они не создавали препоны для развития. Поэтому зеленая конкурентоспособность — это одна из тех вещей, которые страны БРИКС должны взять на вооружение в рамках выстраивания новой стратегии развития. Будьте положительными. Когда я был на съезде на конференции по биоразнообразию, рассказывал о проекте инициативы биоторговли, никто не хотел меня слушать. Но за 5 лет мы запустили эту биоторговлю, потому что я говорил о позитивных внешних факторах природы. Природа дает нам положительные
положительные факторы, не только отрицательные. А мы тогда сосредоточивались только на отрицательных переменных и на издержках. Пускай мы будем конкурентоспособными, но будем при этом экологичными. И пускай мы будем использовать положительные, позитивные факторы и будем устранять препоны на пути развития. И, наконец, вот говорят, что есть знания, природа, и у нас есть долг перед ними, но сейчас мир становится не однополярным, а многополярным. А глобалисты при этом давят. И давление глобализма продолжает ощущаться, даже несмотря на то, что в США уже отходят от идеологии woke идеологии, от идеологии радикального либеральной идеологии, в Европе она по-прежнему сохраняется. Есть особая опасность. Такие ситуации указывают на то, что частный сектор пытается занять несвойственную ему роль. Частный сектор приватизирует республику, общественную делу. Он заменяет общественно избранных политиков. Я говорю про олигархов, про Сороса и так далее, про тех, кто влияет на очень многое в нашей жизни. Я не буду сейчас перечислять их всех. Мы знаем про цветные революции, про всех этих кукловодов. Мы знаем, как частные игроки начинают подменять собой общественные организации. Этого ошибки надо избегать, потому что глобалисты могут повлиять и на работу БРИКС с глобальным югом, потому что в институтах БРИКС много внедренных глобалистов. Есть вот ВОЗ и другие организации. Конечно, там есть вопросы денег. И эти организации, международные организации, не находятся неподотчетны странам. И это опасность, на которую надо обращать внимание. Надо сделать так, чтобы наши институты были в безопасности от чрезмерного влияния частного сектора. Мы подписали социальный контракт с людьми, с народами, а не с частным сектором, не с олигархами. Это очень важно, и это был бы важный весомый вклад в мир в будущем. Хочу поблагодарить вас и хочу выразить наилучшие пожелания странам БРИКС. Мне кажется, что сейчас мир надеется на БРИКС. Однополярность кончена. Мы живем в многополярном мире. И надо понимать, и чтобы это понимание было и в США, и в Европе, и по всему миру. Есть сейчас регион, который находится на взлете. Если бизнесмены сейчас забудут об этом, они совершат большую ошибку, если они не учтут тех новых тенденций. Большое спасибо за внимание. Спасибо огромное за выступление. Действительно, в погоне за устойчивым развитием главное по дороге не потерять это самое развитие. Спасибо за такой глобальный подход, за такой обширный взгляд на вопрос будущего. Мы идем дальше, уважаемые гости. Задаемся часто вопросом, что такое будущее мира. Это, безусловно, финансы, реальные и виртуальные, международные и национальные. Давайте послушаем увлекательную историю. Интуитивные финансы, сила внимания, финансовое взаимодействие, сторителлинг и будущее финансов. Я приглашаю блистательную гостью из солнечной Бразилии, Каролайн Поли, основательницу МИПО и рабочей группы бразильского CBDC. Милости просим на сцену.
Today I'm exploring a Здравствуйте. shift in the way that Сегодня we мы engage with поговорим money. о том, как мы So, будем from взаимодействовать с moving from деньгами, что мы будем co-interfaces делать and с деньгами. fragmented systems Будем to a переходить future от where старых financial систем, interactive от is more, фрагментированных систем к будущему, intuitive, где все более community-driven интуитивно and rooted in purpose. и So how где do we все do привязано that? к некой нашей With цели, emerging technologies нашим and идеям. future За счет insights чего? give us the basis of За this счет new иммерсивных economic технологий architecture. мы, по сути, можем создать новую экономическую What would архитектуру. it mean if our financial tools feel like community spaces? Если Not финансы console будут panels. похожи не What на if то, что мы видим на our компьютере, не wallets компьютер could hold not just интерфейса, money, а but на соцсети, our например. stories, our Если values, деньги and our были collective такими dreams? же важными, как Would наши you коллективные still идеи, see как finance наши as a идеи и burden, общественный because most of дискурс. us see it Понятно, as a что burden, деньги, or would финансы you see it as — это a что? form of Сейчас creative power? это у нас So обуза, finance это как will feel like belonging, что-то, что not нам just metrics and навязывают. ledgers. А может быть, мы сможем Using creative сделать economy as a это pilot чем-то of более proof of this творческим. concept, we will explore how Итак, мы storytelling посмотрим, каким transforms образом attention сторителлинг into меняется ownership, wallets that внимание, feel human, banks и that сейчас inspire самое главное становится participation, внимание and human потребителей. capital that flows to Посмотрим shared value. на человеческий капитал, каким образом So все это there's this приводит concept к of неким narrative единым economics ценностям. that say Итак, that вот недавно stories появилась and концепция attention, нарративной they already экономики. move markets, Согласно but we are ей, not just именно capturing that идеи value. меняют So how do you do стоимость that денег. in an economy Идеи of меняют attention то, что like происходит now? So на if narrative рынках. they drive behavior, Итак, why aren't they почему embedded же in our financial system? тогда финансовая система не учитывает вот этот сторителлинг, не учитывает эти идеи, сюжеты, нарративы? And how do we bridge that? Так что же нам If сделать? traditional Можно ли finance feel cold, наладить мостик abstract, между традиционными финансами and и финансовым exclusive, будущим? the new technology lets Если us move раньше it to identity, финансы это emotion, было and что-то participation. эксклюзивное, So the что-то next абстрактное, phase of холодное, finance то следующий is not этап about финансов its features, это it's how не about про it feels for the характеристики, users. это про And ощущение how от do we do использования. this finance stack? Ну хорошо, а что же, We embed как же finance реализовать into это? those experiences. Мы должны So from внедрить storytelling-driven investing финансы to в emotional-led storytelling, banking, the future of перейти technology к and finance эмоциональному is not ощущению only от smart, денег. it's sensitive. И, по сути, будущее банкинга, по сути, инвестиций не только в интеллектуальных технологиях, это в чувственном опыте. По сути, каждое взаимодействие становится транзакцией. Капитал, где главное будет, это будет именно сторителлинг, это будут идеи. И таким образом мы переходим к концепции интуитивных финансов. Каким образом люди ощущают взаимодействие с финансами? Это должно быть что-то естественным, чувственным, а не каким-то холодным и абстрактным. Это должно быть завязано на основе эмоций, участия, вашей собственной личности. Как мы это будем делать? Как мы будем осуществлять этот переход? Нужно менять то, каким образом люди взаимодействуют с финансами, с банковскими платформами. Мы должны сделать наше будущее таким, чтобы капитал был тем пространством, где самое главное — это идеи и сюжеты. А коммерция была основана на контенте. Мы должны найти более творческие, экспрессивные методы взаимодействия с контентом. То есть, по сути, мы будем говорить о банке, который основан на воображении, на ассоциациях. Это не просто функциональная платформа, он должен вдохновлять нас на новые финансовые операции, на взаимодействие с финансами. По сути, должно стать экосистемой. И, конечно, нужно упростить эти операции. И для этого мы должны опираться на видео, на аудио,
we Это должен быть can контент, который приводит к покупкам leverage, моментально. content and narratives И вот to таким образом boost мы financial transactions. увеличим количество финансовых And операций also за how счет people can invest взаимодействия more с and invest in things контентом. they understand and they're Кроме feel того, connected to. как же людям So, this is инвестировать something that, больше? can be facilitated through Мне кажется, что tokenization, их можно where побудить community к becomes инвестициям, stakeholders and things если they believe они in. будут инвестировать в те вещи, в которые они верят, если финансы станут некой социальной платформой, некой, неким социальным кругом для них. И мы должны перевести вот эти ценности в некое коллективное богатство, коллективные блага. Вот креативная экономика сейчас переживает бум, но она фрагментирована. А если бы использовать токенизацию, инструменты Web 3.0, то тогда все будет прозрачно. По сути, воображение становится неким финансовым опытом. Представьте, вот я что-то смотрю, мне это нравится, и я могу напрямую взаимодействовать с финансовой точки зрения. Могу и со звуком взаимодействовать, могу с визуальной стороной взаимодействовать, могу купить что-то тут же, могу инвестировать на основе этого видео или аудио. Это важно и для зрителей, и для финансовых организаций. И все это можно за счет смарт-контрактов, за счет токенизации ускорить и упростить. Можно сделать и коллаборации между участниками финансовой системы. Можно токенизировать роли, делать токены из прав, интеллектуальных прав на контент. То есть, по сути, мы изобретаем мир, когда открыть кошелек, наш электронный кошелек будет то же самое, что открыть и посмотреть сторис. То есть это деньги — это не просто какие-то цифры, это связано с эмоциями, связано с идеями, в которые мы верим. Да, на этом все. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вообще, вспоминая свой опыт взаимодействия в геймифицированной форме с деньгами, могу сказать, что процесс геймификации трат денег сильно обгоняет процесс геймификации их заработка. Надо как-то уравнять этот момент чуть-чуть, да? Я вижу, что многие согласны. Хочется так же легко, чтобы они поступали на ваш кошелек, электронный или настоящий, так же легко, как мы с ними умеем прощаться, конечно же. Спасибо огромное. Давайте наградим аплодисментами Каролайн Поли. Едем дальше. Будущее — это культурные коды. Заложенное в нас многовековое программирование на базе традиций, национальной идентичности и культуры может ли стать тем инструментом, который позволит развиваться экономике? Узнаем от Сергея Иванова, исполнительного директора, члена Совета директоров группы компании «Эвка Россия». Тема «Культурный код как драйвер развития экономики». Доброе утро всем. Максим Станиславович, дорогие гости из зарубежья. Надеюсь, у вас получается эти дни знакомиться с Москвой. Мое глубокое убеждение — лучший город планеты. Спасибо за возможность рассказать нашу историю и поделиться тем, как мы внутри компании пытаемся думать о тех же самых вопросах. Мы занимаемся едой. Мы один из крупнейших производителей продуктов питания у нас в стране. И самая быстрорастущая компания в отрасли. Мы за 5 лет выросли в 3 раза. Цифры наши такие: 340 миллиардов рублей выручки. Это примерно 4 миллиарда долларов. На 16 наших заводах работает 20 тысяч человек. Мы производим 4 миллиона тонн продовольствия. 200 миллионов примерно человек кормим в 50 странах. Половина нашего бизнеса — это экспорт.
Примерно 6 лет назад наша жизнь полностью изменилась. Мы увидели новость про стартап американский, который разрабатывает жиры из микроорганизмов. И стало понятно, что пищевка перестала быть тихой гаванью, что технологии приходят и в нашу отрасль. Если мы не начнем меняться, то запаса прочности нашей хватит лет на 10, на 15. Мы задали себе один вопрос. Какие вызовы день сегодняшний ставит перед глобальной индустрией еды? Нашли 3. Это голод, это здоровье и экология. И предположили, что если наши технологии и продукты будут одновременно на каждый из этих вызовов отвечать, то с высокой вероятностью мы себе какое-нибудь место в будущем точно найдем. И вот уже 6 лет мы реинвестируем все, что зарабатываем, в продукты и в технологии, которые одновременно качественно улучшают жизнь человека, доступны, то есть не премиальны, или как минимум имеют потенциал массовости и дружат с экологией. И не просто дружат с экологией, но и минимизируют затраты на единицу природы. Это такой агрегированный показатель использования земли, воды, устойчивости к климату, влияния на биоразнообразие и углеродный след. В 3 раза увеличили инвестиции в науку. На фотографии это не картинка из интернета, это наш научный городок. Огромная инфраструктура, 12 лабораторий. Мы по всему миру работаем с 20 примерно институтами. В нашей стране все, кто биотехом занимается в еде, мы что-то вместе делаем. И вот вместе с нашими учеными мы создали семейство продуктов, которые назвали «Здоровые инновации» – Healthy Innovation. Там мы занимаемся растительными альтернативами мяса и молока. И очень большое направление биотехнологий. Про несколько проектов немного расскажу. Сладкие белки. Белковая сладость в 1000 раз слаще сахара. Представьте конфету, у которой половину сахара убрали, заменили капелькой белковой сладости, этой самой, а сухую массу восстановили пищевыми волокнами. И конфета из баловства, которым мы себя гробим, превращается в супер обогащенную функциональную еду. Такая настоящая сладость будущего. Вместе с Московским университетом мы исследуем активаторы аутофагии и пытаемся прикоснуться к мечте о здоровом долголетии, помочь человеку от 60 лет и старше чувствовать себя так же, как он чувствует от 30 до 50. Но самое вдохновляющее меня лично – это все, что связано с интеллектуальной ресурсностью. Возможность использования симбиотической связи, кишечник, головной мозг. Можно улучшать память, концентрацию внимания, снижать уровень стресса. Вы выпили кефир или йогурт, обогащенный какой-то бактерией, и в 2 раза увеличили память. И не надо ничего чипировать. Вот вместе с погружением в мир биотехнологий мы быстро осознали, что возможности современного биотеха практически безграничны. А если так, то интересный вопрос, кем и как ставятся задачи нашим ученым. Для нас биотехнологии — это в первую очередь про мечту, про человека и про будущее. Вот интересно задать вопрос, а какой запрос на человека формирует сегодняшняя социально-экономическая формация? Вот краткий экскурс в историю. Этой модели чуть более 400 лет. Главный драйвер — конкуренция. Главное правило — разрешено все, что не запрещено. В этой модели сильный имеет законное право уничтожить слабого. Запустила многолетнюю эволюцию конкурентной борьбы и сформировала 2 мегатренда. Укрупнение бизнеса и появление транснациональных корпораций в самых разных отраслях. И специализация труда, как главный драйвер экономического роста. Как следствие, человеку на нижнем и среднем уровне в таких корпорациях вообще не нужны целостные компетенции. Нет спроса, нет предложения, гигантский кризис в глобальном образовании и, как итог, бизнес становится больше, а человек становится меньше. И первый вопрос, на который хорошо бы попытаться ответить вот биотехнологу, который о будущем задумывается, а каким он видит человека в будущем? Потребителем, максимизирующим свое удовольствие, или созидателем, для кого результат деятельности намного превышает ситуационный дискомфорт, связанный с его достижением. И здесь всякий бизнес, который занимается биотехом, да и не только биотехом, любой технологией, оказывается перед этической развилкой. Заниматься тем, чтобы традиционную еду делать еще более доступней, что-то добавить, удешевить, чтобы еще больше можно было продавать. Либо встраиваться, пытаться в социокультурные задачи формирования созидателей. Вот как сделать этот выбор? Мы подсказку обнаружили в очень неожиданном месте. Наш президент в 2012 году произнес удивительные слова: «Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию культурой, языком, всемирной отзывчивостью».
И тогда же он предложил культурные коды вообще считать главной причиной конкурентоспособности любой социальной системы или источником жизненной энергии наших коллективов. Мы много занимаемся, пытаемся изучать культурные коды. И вот в нашем культурном коде мы перечисляем и видим точно, что там есть воля, некатастрофичность мышления, героизм, жертвенность, особые отношения с властью, с государством, парадоксальность, запрос на высшую правду. А в центре вот та самая всемирная отзывчивость, которую Владимир Владимирович упомянул. Впервые ее сформулировал Федор Михайлович Достоевский на знаменитой своей речи на открытии памятника Пушкину. Что интересно, советская власть, разрушив все, что было связано с Русской империей, ничего не сделала, не только не тронула эту всемирную отзывчивость, а всю идеологию формирования советского человека стала строить вокруг нее. 8 из 12 заповедей Кодекса строителей коммунизма раскрывают ей эту самую всемирную отзывчивость, а 3 напрямую обращаются к ней. Каждый за всех, все за одного, человек человеку друг, товарищ и брат, дружба и братство всех народов. Ну, там было огромное количество противоречий в Союзе, все это закончилось перестройкой, в результате распад. Ожидания новой жизни в свободном мире, в свободном рынке. Начались лихие 90-е. Бандиты, барыги, дельцы разных мастей. И вот вместо социализма 2.0, о котором люди мечтали, читая «Братьев Стругацких», построили дикий капитализм, в который победитель таки получил законное право уничтожить побежденного, противоположное нашему тому самому культурному коду. В какой-то степени наша компания была основана в начале 90-х, в те самые, и в какой-то степени историю нашу можно назвать актом протеста против тех методов, которыми предлагалось бизнесом заниматься. Основатели сказали, что внутри нас будет точно по-другому. Для того, чтобы как-то разобраться вот в мире, в разных мировоззрениях, мы используем по 3 разным корзинам, разложили вот те самые мировоззрения. А критерием взяли имманентность, то есть естественно присущность жадности, тщеславия и гедонизма. Назвали это все цивилизациями для себя. Первая цивилизация говорит о том, что жадность – двигатель прогресса. Самый успешный человек здесь тот, у кого больше всего денег на счете. Ну а мечта в жизни – оказаться самым богатым на кладбище. Вторая цивилизация идет еще дальше. Она говорит о том, что деньги имеют сакральную силу, являются признаком правильного служения Богу. Вот. А третья, она заявляет о том, что вообще-то это все пороки, с этим нужно что-то делать. Половина смыслов Нагорной проповеди об этом. Ну, в основном традиционные религии придерживаются этого мировоззрения. Наша компания – это скорее, наверное, социальный эксперимент, попытка построить некапиталистическую компанию, которая конкурировала бы в свободном рынке, в которой представители третьей цивилизации чувствовали бы себя защищенными и получали возможность вот к самореализации. Эксперимент этот начали с акционерной модели, с устройства акционерного. У нас наверху ни у кого нет контрольного пакета, максимальный пакет 28%. Все акционеры работают, причем работают больше любого сотрудника с 8 утра, суббота рабочий день. Акции не наследуются детьми, не выкупаются, деньги за акции не платятся. Компетенции высшего руководителя, который дорос до статуса акционера, приравниваются к вкладу в капитал. Каждый сотрудник может стать акционером. У нас нет вот этого барьера между владельцами и наемными. Сейчас уже 2-е поколение управляет Валерий Николаевич Кустов, основатель компании. Один остался из 1-го поколения, уже из 3-го появляются ребята. Минимальный пакет 3%, и он дает право вето, если вопрос не касается выживания. Там голосуем большинством. Но, если честно, очереди в программы развития и подготовки акционеров у нас нет. Это такая очень тяжелая работа. То есть приходится пахать. Но, тем не менее, мы себе говорим, что будущее у нас есть только в том случае, пока мы способны воспроизводить акционеров. Первое, о чем договорились тогда основатели 30 лет назад, что бизнес для нас всегда будет пользой, которая находит место людей в жизни экономически эффективным способом. И бизнес наш будет устойчив долгосрочно только если он социально полезен. А деньги, ну и, соответственно, прибыль – это то, что с этой самой пользой, а значит, нашему бизнесу позволяет существовать долго. А главный элемент этого эксперимента – это наше отношение к богатству и к капиталу. Вот внутри компании у нас цена акции не равна стоимости компании. Это формула, которая обеспечивает достойный уровень личного потребления акционерам, а деньги, которые воспроизводят пользу, обеспечивают свободу творчества предпринимательскую, никогда не вынимаются из компании. Это дает нам возможность, с одной стороны, очень много реинвестировать. Ну, мы не спорим, сколько направить
на дивиденды. А с другой стороны, это как будто бы такой маяк или сообщение вот тем самым носителям этой всемирной отзывчивости. Ребята, приходите к нам, мы другие, давайте вместе что-нибудь будем делать. Чуть больше года назад я оказался в Руанде на Global Impact Summit с докладом, который так и назвал «Переосмысливая капитализм». Там я вот обо всем об этом рассказывал. И про цивилизации, и про конкуренцию, и про жадность тщеславия. А начал этот доклад с вопроса, который я хотел бы повторить здесь. Попробуйте, пожалуйста, представить мир, в котором капитализм человекоцентричен, эмпатичен, про пользу для людей и планеты, не эксплуатирует человека, а реализует его потенциал. Вот кому легко представить такой мир, поднимите, пожалуйста, руки. Вот в Руанде вот одна была поднята. Приходите работать к нам, вы нам очень нужны. В Руанде 5 рук было поднято из 250, там аудитория была владельцы и SEO бизнеса. Кому трудно представить, это все очень обосновано. На то есть очень серьезные причины, мы все их знаем. Вот. Но вопрос второй, если мы понимаем, что система должна как-то начинать меняться, то кто должен меняться первым вот в этом треугольнике? Государство, общество и бизнес. Вот мы внутри совета директоров убеждены, что все-таки бизнес. А внутри бизнеса это акционеры, потому что они главные выгодоприобретатели всей системы. А если так, то английский язык нам дарит интересную подсказку. В русском не так. В английском слово ownership и owner означает не только финансовую независимость, но и происходит от глагола to owe. То есть быть должным, быть обязанным. И получается, что быть вот тем самым владельцем, иметь силу, какое-то позитивное влияние на будущее оказывать, в первую очередь означает осознавать, что ты должен. А кому должен? Себе для начала, семье своей, обществу, стране и планете. Я когда закончил этот доклад, ко мне подошел глава банка развития из Уганды, он сам танзаниец, и сказал: Сергей, вы, конечно, безумцы, но, похоже, только безумие может эту систему изменить. А, кстати, вот этот ваш эмпатичный капитализм, это же ровно то, о чем африканское убунту. Я есть, потому что ты есть, и это все о нас вместе. Впервые мы тогда услышали слово убунту и начали изучать африканский культурный код, обнаружили удивительную вещь. Вот в этой самой всемирной отзывчивости мы практически родственники с африканской убунту. Возможно, это является обоснованием того, почему у Советского Союза в 20 веке так хорошо получалось на этом континенте. Там нас воспринимали как будто родственниками, это похожие очень. Когда через 2 месяца я оказался в Йоханнесбурге, в Африканской академии лидерства, вот этот улыбчивый SEO этой академии с галстуком Хатим, суданец Хатим, он произнес удивительные слова. Он сказал, что Сергей, ты первый белый, которого я встречаю, кто, говоря про убунту, произносит те слова, которые про убунту, а не о чем-то другом. О чем я ему рассказывал? Я говорил о том, что есть вот слово лидерство. Ну, не очень понятное ни нашему культурному коду, ни африканскому культурному коду. Но его можно сделать понятным и нам, и им, если туда добавить приставку «со». А это будет такое лидерство, где обязательно есть сочувствие, сострадание, соучастие, сопереживание. И это будет такое лидерство, в котором наказ великого русского философа Николая Федоровича Федорова будет и напутствием, и указанием к действию, и ключом к пониманию культурного кода. А он примерно такие штуки говорил, что если вы ищете драйверы и идеи экономического роста, любым делом занимайтесь не для себя, не для других, а со всеми и для всех. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Иванов. В начале выступления в его слайде промелькнуло слово «пробиотики». Оно ассоциируется с чем-то очень полезным, невероятным. Вы знаете, я сразу вспомнил почему-то про квашеную капусту и посчитал, что именно с этой сцены я обязан порекомендовать ее каждому иностранному зрителю и гостю, который сейчас здесь присутствует. Дорогие зрители, не пожалеете, уж поверьте мне. Отечественные соотечественники, напомните себе этот невероятный вкус. Надо же бренды отечественные продвигать, правильно, в конце концов? Это одно из самых великолепных блюд на всем земном шаре, уверен абсолютно. А следующее выступление будет о том, за что я сам лично сегодня заплатил порядка 3500 рублей.
Это выступление об электроэнергии. Будущее мира — это энергия. Энергия — это жизнь. Сегодня, кажется, мы достигли невозможного. Энергию можно получить из воды, из земли и даже из воздуха. Но при этом нам всем нужна условная батарейка, которая всегда под рукой и в любой момент придет на помощь. Знаете, сколько времени требуется, чтобы зарядить электромобиль? Буквально 10 минут. Именно благодаря батарейке. Литий-ионные аккумуляторы — вызовы для перехода к энергетике будущего. Слушаем Рашида Язами, президента KVI Holdings, члена Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Сингапур. Доброе утро! Но прежде всего хотел бы искренне поблагодарить Национальный центр России и команду, которая занимается платформой «Открытый диалог», за возможность приехать в Россию впервые и увидеть великолепный город, столицу Российской Федерации, Москву. Сейчас я хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями за статус-кво, за тем, что происходит в литий-ионной отрасли. Наверняка у всех у вас есть смартфоны, да? А внутри есть аккумуляторы, которые мы каждый день заряжаем. И когда вы заряжаете эту батарею, давайте я вам покажу, что происходит. У всех у вас есть мое изобретение в вашем смартфоне. Я объясню, в чем это состоит. Все это благодаря моему изобретению. Я думаю, как раз это и стало революцией, благодаря чему мы теперь носим вот эти ультралегкие смартфоны, а не какие-то грузные устройства. Мы можем общаться с семьей, заниматься работой, общаться с друзьями. Я что узнал впервые про Россию? Я помню, я в 1953 году родился, в 1957 году. Событие планетарного масштаба. Спутник оказался на орбите. Советский Союз запустил первый спутник, который облетел весь мир и издавал звук вот этот пип-пип-пип. И это была революция. Верите или нет, но через 10 лет, в 1967 году, мне передали небольшую модель спутника. Представляете себе? С вот этими антенками. Я тогда был в Марокко. И через 10 лет я выяснил, открыл для себя Достоевского. И затем прочитал практически всего Достоевского. Я думаю, этот человек, как никто другой, понимал душу человека. И я не могу вам описать те эмоции, которые я чувствую, когда я стою перед вами. Москва очень красивый город. Сергей, вы совершенно правы. И через день я поеду в Санкт-Петербург. И, конечно, поеду в музей Достоевского. Ну и потом, может быть, расскажу про свои эмоции. Ну ладно, давайте перейдем к основной теме. Так, литий-ионные батареи — это тоже большая революция. И хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за открытие первой гигафабрики по производству литий-ионных батарей. Это произойдет в августе этого года. А я просто все время задался вопросом, Россия такая крупная страна, почему у России нет ни одного гигафабрики? У Китая огромное количество там, гигаватты производятся. Итак, вот этот завод откроется в августе 2025 года. Будет грандиозное открытие. Я думаю, что это великолепное начинание, открывает новую историю, новую страницу в истории России. Мы сейчас наблюдаем энергетический переход, по крайней мере, в транспортной сфере. Переходим от двигателей внутреннего сгорания к
электромобилям, к электротранспорту. И, конечно, именно здесь Россия, технология должна получить популярность, набирать обороты. У вас есть и ресурсы, технологические ресурсы, есть умные, талантливые люди. Я, кстати, помогал некоторым молодым студентам писать свои диссертации, и я знаю, что русские отличаются знанием математики, знанием естественных наук. Все они очень талантливы. Итак, давайте немного поговорим о том, как работает батарейка, чтобы вы понимали, что там происходит. По сути, тут есть три основных компонента. Есть катод, положительный полюс, и анод, отрицательный полюс. И между ними электролит, жидкость. И, по сути, в электролите перемещаются ионы, отрицательные ионы, положительные ионы. И вот этот цикл можно повторять сотни, даже тысячи раз, потому что материал, который вы используете для производства анода и катода, они очень стабильны. И вот, по сути, мы литий храним вот этой емкости между анодом и катодом. И это не влияет на структуру материала. Поэтому батарея, аккумуляторы в целом, это очень успешные устройства. Можно хранить их и лет 5, зависит от условий хранения. Что еще важно? То, что тут высокая энергоплотность. Джоули, так называемые. От этого зависит, сколько джоулей мы можем хранить в батарее. И тут показатели самые высокие. И мне кажется, в ближайшие 2-3 поколения невозможно произвести что-то, что будет лучше, чем литий-ионовые батареи. И мы сейчас используем старые батареи в наших машинах, в обычных машинах. Они не могут похвастаться такими же характеристиками с точки зрения энергоплотности, накопления энергии, как литий-ионовые батареи. Итак, давайте посмотрим дальше на структуру, да, что у нас есть. У нас есть плюсовой вывод, есть алюминиевый положительный токосъемник, есть медный отрицательный токосъемник, изолирующий слой, сепараторы. Давайте покажу вам видео, то, что происходит в каждой батарее, когда вы ее заряжаете. Это графитовый анод, и я записал его вместе с коллегами из General Motors из США. Это было 10 лет назад. Итак, уважаемые коллеги, нажмите на кнопочку. Графит сначала черный, а как только вы повышаете объем лития, он меняет цвет. По сути, волшебство. Как только я увидел, как черный цвет превращается в золото, я подумал, вот, наконец-то, алхимия. По сути, это изменение электрохимических свойств графита. Просто меняет цвет, как только добавляем литиум. Можете еще раз прокрутить это видео? Мне очень нравится. Еще раз, пожалуйста, нажмите «Воспроизвести». Итак, сначала все черное, затем начинает поступать литий, и меняется цвет. Сначала на красный, потом на золотой. Иногда даже голубой можно увидеть. И все это происходит тысячи раз. Вот каждый раз, когда вы заряжаете батарею, внутри вашего смартфона происходит вот это волшебство. Впечатляет, правда? Ну хорошо, давайте пойдем дальше. Расскажем о тенденциях на рынке литий-ионных батарей. Ожидание в том, что к 2030 году у нас будет примерно 2500 гигаватт. То есть, по сути, это 3 тераватт-часов.
2,5 тераватт-часов. Во время пандемии мы думали, что объемы производства литионных батарей упадут, но это не произошло. И сейчас, конечно, у нас... Помните, у нас был экономический кризис в 2007-2008 году, мировой кризис, но он не повлиял на рост рынка литионных аккумуляторов. Как я сказал, доминирует здесь Китай, на нее приходится 60% производства аккумуляторов. А я думаю, что в рамках БРИКС, особенно если говорить про Россию, я думаю, в ближайшие десятилетия объемы будут нарастать, потому что потребность тоже растет. Есть потребность в электротранспорте. Итак, понятно, что это не только смартфоны, это все, что движется. Это самолеты, лодки, любая техника, по сути, работает на литионных аккумуляторах. Поэтому это очень критически важная технология и для сегодняшнего дня, и для ближайших 10 лет. Но здесь тоже не без проблем. И каждый раз, когда я просыпаюсь, каждый день я прихожу в лабораторию, я понимаю, что да, вот есть все еще проблемы, которые нужно решать. Первое — это безопасность. Безопасность. Батареи должны быть безопасными. И здесь никаких компромиссов быть не может. Это архиважно. И как ученый, конечно, мне не хочется слышать, что есть какие-то ЧП, кто-то пострадал, люди пострадали. Так как мы можем сделать аккумуляторы безопаснее? Второй момент. Вы же не хотите ждать несколько часов, пока зарядится ваш телефон или машина. В идеале вы бы хотели... Наверное, вы хотели бы зарядить машину за то же время, как вы сейчас заливаете бензин на бензоколонке. Затем расстояние, с помощью которого вы можете проехать на этой батарее. И затем, ну, по сути, да, батарея, на нее приходится примерно 40% стоимости машины. И затем удлинение срока жизни батареи. И вот сейчас я хотел бы представить новинку. Знаете, такая теоретическая концепция, но я немножко расскажу. Это способ заряда на основе нелинейной вольт-амперометрии, НЛВ. Вот до этого у нас всегда был постоянный ток, постоянное напряжение. Красным — это вот у нас напряжение, а синее — это ток, уровень заряда. Итак, на самом деле, вот если мы используем НЛВ, то он не является постоянным. Самое главное, чтобы напряжение было не выше того, на который рассчитана батарея. Итак, давайте посмотрим на профиль. Как видите, у нас есть так называемые напряжение разомкнутой цепи. CV — это постоянное напряжение. Давайте поговорим про безопасность. Вот есть такие случаи, когда происходит неконтролируемое нагревание. Это и с машинами происходит, и с телефонами. Но помните, что хорошего качества аккумуляторы литионные, то тут вероятность, что вот какая-то ячейка загорится, это просто вероятность. Допустим, если у вас 10 миллионов ячеек, то только одна может загореться. То есть вероятность очень-очень низкая, поэтому не переживайте. Но такое происходит, да, бывает. Так вот, почему это происходит? Мы
видим, что внутри этих ячеек может происходить короткое замыкание. И пока ученые не могут понять, вот у вас 100 ячеек в батарее в машине, как понять, что вот в этой ячейке может произойти короткое замыкание? Пока как это сделать, мы не понимаем. Мы можем только по факту уже фиксировать. Вот, дым, пожар, все, бегите, спасайтесь. Одна из причин — это появление кристаллов, когда литий превращается в металл. И когда происходит некая такая перегородка, он не переходит в графит, и затем формируется вот именно металлическое какое-то состояние. Итак, давайте посмотрим далее. Мы используем энтропометрию. Ну, это такая научно-абстрактная концепция, но за счет вот этого метода мы создали метод определения внутреннего короткого замыкания. То есть мы, вот если посмотреть на зеленую кривую, то степень энтропометрии очень высокая. Она очень сильно отличается от тех ячеек, в которых могут быть какие-то негативные особенности. На самом деле энтропометрия, можно ее с помощью микропроцессоров батареи даже определить. То есть можно сделать приложение в телефоне, и которое будет само определять, есть ли у вас ячейки, в которых может развиться короткое замыкание. Мы используем для этого искусственный интеллект. Во время заряда и разряда батареи каждый день мы задействуем огромное количество данных, мы обрабатываем их с помощью алгоритмов. И затем, что нужно сделать? Какое-то уведомление направить. Допустим, в вашей машине, в батарее, вот в такой-то ячейке есть проблема. И затем мы можем изменить. Далее, ультрабыстрая, ультраускоренная зарядка. То есть это самые высокие, это технологии, которые обеспечивают самую высокую скорость заряда. Допустим, если взять Samsung телефон, то может за 10 минут зарядить. А вот есть мировой рекорд. Я смог зарядить батарею за 6 минут. Но это непростой аккумулятор. Он для электрических сигарет был создан для производителей в Европе. Я сказал, ну давайте мы подпишем договор, давайте подпишем соглашение. Но на самом деле это вот мне сказали, а я сказал, нет, это просто для рекорда, я не хочу подписывать ничего, что вредит здоровью людей. Итак, теперь поговорим о, как я говорил уже, есть определенная степень энергоплотности, но если мы изменим метод зарядки, то можно изменить и энергоплотность. Примерно 25%. Итак, вот если использовать НЛВ, а не постоянный ток, то мы можем поменять энергоплотность, не меняя химические показатели, не меняя ничего внутри с точки зрения структуры, только меняем только метод зарядки, и энергоплотность возрастает. Ну, от 8 до 10%, без проблем. Ну, 25%, наверное, это завышенные, идеальные показатели. Далее, расширить срок годности, увеличить срок годности. Мы смогли заряжать батарею на протяжении 1307 циклов. Вот если каждый дает вам 1000, на каждом цикле вы можете проехать 1000 километров, то представьте, вы можете проехать сколько там? Миллион километров 300 тысяч. Какие еще есть возможности? Это вот то сейчас, чем мы занимаемся в моей компании KVI Holdings. Мы разрабатываем новый суперчип. Это нужно для определения короткого замыкания, для увеличения срока годности.
Эта фотография приведена в сингапурской газете The Straits Times. По сути, впервые в истории электротранспорта мы можем обеспечить диалог, открытый диалог. А у нас, собственно, и сейчас платформа называется «Открытый диалог», да? Перекличка какая? То есть, по сути, когда батарея обменивается с зарядным устройством информацией, они как будто бы жмут друг другу руки. Они знают уровень, остаточный уровень заряда, то, какой ток нужно, какое напряжение нужно использовать. И это как раз происходит через новый метод НЛВ. А теперь хотел поговорить, так, знаете, о таких забавных вещах. Я просто подумал, можно ли это превратить, вот эти все данные, в некий объект искусства. Вот то, что можно использовать, получить с помощью искусственного интеллекта. Вот если взять данные, привязать к ним цвета, то можно получить такие красивые картинки. И шедевры искусства. Такой абстракция такая. А когда мне хочется расслабиться, я вот занимаюсь искусством. И я хотел бы даже выставку организовать. Если Москва меня пригласит, у меня таких картин сотни просто. Могу поделиться. Даже для архитектуры, да? Показал другу архитектору, он сказал, интересный дизайн, я хотел бы вот какое-нибудь здание такое построить. В общем, на этом все. Спасибо большое за внимание. Вообще уникальный человек не просто тем, что вложил свой труд в изобретение нового типа аккумуляторов, а то, что это самый жизнерадостный фанат Достоевского на всей земле, мне кажется. Это непростое творчество, да? И так много улыбаться, и с таким светом смотреть в будущее. На самом деле аккумуляторы прошли долгий путь. И вспоминается такой эпизод Ералаша. Для тех, кто не в курсе, это такой популярный в Советском Союзе и в современной России молодежный сериал, можно так сказать. И там парень, школьник, получает электронные часы. Это 80-е годы еще. Он радостный собирается идти дальше, а ему друг кричит сзади: подожди, а батарейки? И рядом с ним стоят два огромных чемодана. Сейчас это уже, конечно, все миниатюрнее гораздо, но и злую шутку аккумуляторы сыграли. Сейчас самые респектабельные места в ресторане или в аэропорту не возле огромного прекрасного окна, через которого виден белоснежный лайнер, или центральная улица. Самые классные места возле розеток. Мы пока что все равно к ним сильно привязаны, друзья. Но тем не менее, это все равно путь, это путь эволюции электроники. И хорошо, что у нас есть возможность ей вот так вот легко сейчас пользоваться. Микрофон, кликер, что угодно вообще абсолютно. Это все очень удобно, безусловно. Едем дальше. Будущее мира — это устойчивая среда. Что делать, если осталось буквально 89 секунд? Только не опускать руки. Последние 89 секунд. Переосмысление управления во имя общего будущего. Так звучит тема выступления невероятной Даяны де Карвальо Ухдре, соучредитель Алия Эко, Бразилия. Приветствуем ее на этой сцене. Hello, everyone. Добрый день. Well, Да. we are 89 seconds У нас from the end of осталось the world. 89 секунд до конца света. It is not a metaphor. Это не метафора. It is a real warning Это from the bulletin of действительно atomic scientists. серьезное предупреждение от бюллетеня физиков-ядерщиков. Of prize winners. В его состав входит 9 лауреатов. 70 лет эта группа The doomsday clock. управляет так называемыми часами судного дня. На этих часах показано, насколько человечество близко подошло к мировой катастрофе. The clock is Сегодня closer to midnight эти часы ближе к полуночи, чем когда-либо в истории этого проекта. and what is the main reason? Почему?
the climate crisis. Климатический кризис — это главная причина. And I, as a Brazilian, Я из Бразилии, я бразильянка, я ощущаю последствия этого кризиса каждый this день. is not an abstraction. Это не абстракция. I feel this with Я the rising temperatures, смотрю, как растет температура, как ощущаются наводнения, нестабильной становится погода. but what I've also Но realized что я еще поняла newest role as entrepreneur в своей новой роли, в роли предпринимателя? Я поняла, что многие люди до сих пор не знают, что им делать. Не потому, что им все because равно, we're not even speaking the same а language. просто мы даже не говорим с ними на одном Meanwhile, языке. climate change is А already тем here. временем изменение Just климата like уже the происходит. speaker before me from Вот Morocco. у меня выступал человек из Марокко, а и были люди из Зимбабве, из России, из Колумбии, European Union. из Европейского We are Союза. all already feeling Все мы уже effects ощущаем of на this себе crisis. последствия этого кризиса. Not in the future, but Они now. не в будущем, они Massive ощущаются fires уже сейчас. in Los Angeles and in Крупные Brazil. пожары в Лос-Анджелесе, в Бразилии, Floods in Brazil, наводнения Kenya, в Бразилии, and Spain. Кении, Испании, Hurricanes ураганы in the Caribbean. в Карибском море. More than 1,300 Более people died from extreme heat in Mecca. 100 This 30 crisis does not тысяч respect человек borders. погибло в Мекке от жары. It affects Эти us кризисы all происходят по всей in планете. different ways, Они but влияют на we всех share нас по-разному, но responsibilities ответственность and лежит на нас, на всех, consequences. и мы все вынуждены нести на себе And yet, бремя последствий этого кризиса. Despite this Но, global несмотря impact, на это our traditional systems of governance are no longer общемировое enough воздействие, традиционные правительства They were предпринимают built недостаточно for a усилий. different era. Not Нынешняя for a world система where была the atmosphere построена itself is для changing. другого периода, не для мира, где меняется сама атмосфера. Indeed, many promises have been Многие made. люди But что-то there is обещали, agreement, было у нас Парижское COP, соглашение national по goals, климату, carbon pricing, climate funds. конференции сторон, климатические фонды, clock keeps ticking and карбоновые it's разрешения, но faster. часы идут, и все ближе стрелки подходят к полуночи. Brazil has promised to cut Бразилия пообещала сократить emissions выбросы, свои by выбросы 53% на 53%. until 2030. European Union К says 30 году. 55%. Европейский Союз Russia говорит says 55%, 30%. Россия 30%. США Left agreement, come back, вышла but из remains этого договора, потом uncertain. вернулась, потом не вернулись, но до сих пор толком Now tell непонятно, me, чего они обещают. How can we Как really нам and seriously start a global всерьез, journey to cut emissions if we are not even speaking сократить the same language? мировые выбросы, если мы даже не говорим друг с другом на How одном can языке? we create goals, Как нам поставить цели demand transparency, и исполнять их прозрачным способом? the carbon Как footprint of products and отслеживать services if углеродный след the продуктов, rules keep товаров changing depending on who is и holding the ruler? услуг, если в мире все равно постоянно We происходят споры, cannot build a new кто world if we don't even будет agree измерять и by какими the blueprint. инструментами. Как And можно this is построить not новый just мир, a если у нас matter даже of проекта его нет? diplomacy. Речь тут It's a идет не matter только о of дипломатии, речь идет Trust, о доверии, of fairness, о справедливости and about who will get to И define the future. о том, кто будет определять будущее And нашего this мира. lack of alignment, this Это confusion, разобщенность, сумятица в умах у людей brings to us very ведет к serious очень consequences. серьезным Among последствиям. them, К их числу greenwashing, относится, например, такой when зеленый пиар, climate efforts когда климатические усилия overstated, подсвечиваются, and greenwashing. выпячиваются. И при этом When же есть и efforts такой зеленый стыд, are замалчивание, underestimated or когда not even о communicated. достижениях даже мало говорят или почти не Both говорят. of them И то, и другое are signs of a deeper issue. показывает, что есть более глубокая Lack of проблема. certainty, Есть lack of неопределенность, consistency, and lack непоследовательность of trust. и недоверие. Data and in how the progress is Недоверие к данным measured. и к тем, как мы измеряем прогресс. You can say Можно сказать, that we are making что progress, действительно прогресс-то в действительности есть, that we have
что мы имеем определенные стандарты, например, протокол GAG, SBTI, CDP. Но надо задаться вопросом, кто создает, кто разрабатывает эти стандарты? Кто представляет такие страны, как Бразилия, где во многом выбросы связаны не с использованием угля, а с обезлесиванием? Кто выступает от лица стран, которые в наименьшей степени, например, загрязняют атмосферу? Если мы всерьез хотим разрешить эту проблему, мы должны выйти за рамки управления как просто набора правил. Управление — это не просто регулирование, это искусство управления ключевыми активами. А самый важный актив, который есть у нас, это не нефть, не золото, не данные. Это жизнь, сама жизнь. Таким образом, чего же нам не хватает? Нам нужно общее лидерство, форумы, площадки для диалога. Нам нужны совместно разработанные стандарты и технологии, все необходимые. Плюс, конечно, прозрачность, честность и доверие. В конце концов, будущее управление не может быть построено на исключении одних и предложении других. Оно может быть построено на только совместной работе. А для этого нам нужна новая платформа для глобального роста, основанная не на выбросах, не на инструкциях, а основанная на совершенно другом фундаменте, на интеграции технологий и природы. Это не две отдельные части, это части одного общего целого, одной структуры. Нам нужен мир, в котором технологии решают не просто проблемы эффективности, а помогают решить проблемы справедливости, правды и доверия. Нам нужен мир, в котором природа — это не только ресурс, а основа всей жизни. Нам нужен мир, где управление не ограничивается функцией контроля, но включает в себя мудрость. Мудрость, мудрое управление самой ценной вещью, которая есть у нас — это время. Давайте я задам вам вопрос. Сколько из вас считает, что мы выполним наши климатические цели, планы и показатели, если мы будем продолжать действовать, как действуем сейчас? А если мы будем использовать те же самые совместно разработанные стандарты, не просто для отчета об выбросах, а для того, чтобы лучше понимать друг друга. Вы можете представить себе мир, в котором Бразилия, Китай, Зимбабве, Россия совместно разрабатывают климатическую политику, не просто подписывают какие-то соглашения, которые большинство из них, в общем-то, разработки которых большинство из них даже не участвовали, то тогда у нас есть время на то, чтобы это сделать. Даже если осталось до полуночи 89 секунд, еще пока не полночь, но время, конечно, течет быстро, и мы уже расплачиваемся за бездействие в прошлом. Но, может быть, нельзя этого исключать. У нас сейчас последний шанс перевести секундную стрелку назад. Давайте не будем разбрасываться этими шансами. Спасибо за внимание.
Это были предварительные аплодисменты, а сейчас настоящие. Спасибо огромное. Все, кто устал от воздействия от неблагоприятного воздействия на окружающую среду, добро пожаловать в Россию в рамках экологического туризма. У нас очень много красивых, хороших экологичных мест. Один Байкал чего стоит. Ну что, завершающее и долгожданное выступление. Будущее мира — это многополярность. Именно принципы взаимоуважения и равенства должны лечь в основу будущего мира. А что такое многополярный мир? Приглашаю Джеффри Сакса, президента SDSN. Доброе утро. Огромное спасибо за приглашение на такой замечательный форум. И особенно хотел бы поблагодарить вас за диалог. Я думаю, это самый редкий ресурс сегодня в мире. Хороший диалог. Нам всем не хватает хорошего диалога. Особенно среди тех, кому нужен диалог. Я думал, странно. Раньше, когда встречались лидеры США, Советский Союз или США и Российской Федерации, назывались саммиты. И их готовят месяцы, даже годы, и они проходят, и это такое грандиозное событие. Странно, да? Потому что лидеры же должны общаться друг с другом каждый день. Как дела? Что нового? Что важного происходит? Нам сейчас этот диалог крайне важен, потому что если мы совместно не будем договариваться решать эти серьезные проблемы, то мы действительно окажемся в тяжелой ситуации. Вот. Сегодня у нас были великолепные выступающие, и я хотел бы предоставить некий синтез основных уроков того, что мы услышали, и основных решений на будущее. Первое. Сначала мы говорили о том, откуда возьмется будущий рост, как мы сможем повысить качество или доход на душу населения. Все говорили про технологии, это очевидно. Да, мы живем в эпоху, когда технологии везде, повсюду, из каждого утюга. Профессор... Хотел бы поблагодарить нашего великолепного профессора, который рассказывал про литионные батареи. Да, действительно, устройства, которые существуют благодаря вам, с нами сегодня каждый день. И если они вдруг разрядились, то у нас тут же начинает паника. И профессор Язами, хотел бы вас поблагодарить за это. Но на самом деле есть и хорошие новости про мировую экономику. Бедные страны растут более быстрыми темпами, чем богатые страны. И по сути, это процесс, когда те, кто сзади, догоняют тех, кто впереди. И речь не идет о том, что все богатство мира у одной компании, у 5 компаний. Сейчас богатство более-менее распределяется по всему миру. Есть талантливые инженеры везде. Есть люди, системы, которые могут использовать эти наработки по всему миру. По-прежнему верно и то, что нам нужно вкладывать в образование, в обучение молодых людей. Это единственная предпосылка будущего нашего мира. Высококвалифицированные специалисты. И Россия обладает такими специалистами. Россия одна из передовых стран в этой области. То есть это означает, что фундамент у нас хороший, солидный. И здесь сомнений нет. Когда я
работаю в очень бедных странах, то самое главное, чем я занимаюсь, это привести детей в школу, чтобы у вас была и программа обучения, и онлайн-материалы, чтобы все было в школе хорошо и комфортно, даже если вы сами бедные. Но в целом потенциал для роста огромный. И это тот рост, который мы называем конвергентным. Чем беднее вы, тем больше у вас задел для быстрого роста, тем больше потенциал. И по мере накопления богатства, да, потенциал высокий, но он постепенно снижается, потому что вот этот зазор, он снижается, он уменьшается. Чем вы богаче, тем меньше у вас есть потенциал для наращивания этого богатства. И это приводит к двум основным вопросам, проблемам. Первое, ну, вроде бы все неплохо, а второй, это вот как раз самый проблемный. Первый момент, вот по мере этой конвергенции, когда бедные страны постепенно достигают уровня США, вот этих, тех стран, которые назывались странами с высоким доходом. Но при этом баланс власти, баланс силы меняется. Сейчас мы живем в многополярном мире. Это реальность, и это великолепно. 300 лет миром правили европейские империи. 50 лет всем правила империя США. Ну, или, по крайней мере, так думали. Но эта эпоха уже в прошлом из-за экономической конвергенции. Ну, и слава богу, говорят некоторые. Так им и надо, по делам. Но возникает некий страх. Я сам родом из США, я американец. И мы сейчас очень сильно переживаем по этому поводу. Что с нашим лидерством во всем мире? Мы должны управлять всем миром. Задаемся мы вопросами. Я в Вашингтон сейчас уже не езжу, но живу близко к Вашингтону. И я чувствую вот эту невротичность. И все оглядываются и говорят: смотрите, за нами Китай — это враг, Россия — тоже враг. И это как раз фундаментальная проблема, которая возникает из-за экономической конвергенции. Если вы все время на пьедестале, вам не нравится, что кто-то подкрадывается и хочет сместить вас с пьедестала. Но, кстати, даже на самом деле это ни в коем случае не означает, что то, что Китай сейчас поднимается, Америка находится в упадке. Нет. Здесь нет причинно-следственной связи. Это же касается России. Это не означает, что Китай что-то у нас забрал. Нет. Они были бедной страной, сейчас они стали богатой страной. Я не буду сейчас вдаваться в исторический экскурс. Все это в том числе из-за империй, которые существовали в прошлом. Итак, вот эта многополярность, экономическая конвергенция — это основные характеристики современного мира. И поэтому США сейчас, ну, не в психозе, но в неврозе, я бы так сказал. Ну, и Европа тоже. Так, знаете, напряглась. Так, чувствуют себя они в своей тарелке. Но считает пока, что все контролирует. И вот первый вопрос. А можем ли мы жить в мире, где у всех будет достаточное благополучие? Вот сейчас Китай — богатая страна. Это же хорошо должно быть. Мы тогда можем жить все вместе, сосуществовать. Россия тоже, здесь наблюдается бум и в технологии и так далее. Это тоже хорошо для нас, для американцев. Это не плохой сигнал, а хороший сигнал. Но пока еще менталитет не поменялся. Вот с менталитетом еще нужно работать. Это первая проблема. Как скорректировать свое поведение, как привыкнуть к многополярному миру, как изменить нашу риторику.
Как понять, что если кто-то в плюсе, то мы не в минусе? Это все способствует всеобщему благосостоянию. И это касается и экономики, это касается и моральной составляющей. Вот сейчас нам рассказали об степени экологической угрозы, даже, может быть, угрозы катастрофы. И все это из-за 250 лет индустриализации. Индустриализация ускорилась в последние 50 лет, в том числе за счет, благодаря этой экономической конвергенции. Мы переживаем период экологического сумасшествия, когда мы должны понимать несколько аспектов. Во-первых, это изменение климата под воздействием антропогенных факторов. Он серьезный и ускоряется. Степень потепления удвоилась. То, что было с 1970 до 2010 года. Мы раньше, планета нагревалась на 1,8 градусов, а сейчас темпы нарастают гораздо сильнее. И сейчас, вот последние всего лишь несколько лет, температура Земли повысилась. За последние 4 года температура повысилась на 0,3 градуса. А мы ничего по этому поводу не делаем. Наш президент даже в США, он из Парижского соглашения вышел второй раз. Он в первый срок вышел и сейчас снова вышел. Сказал, мы в этом не принимаем участие. Это просто абсурд. Это неграмотно с научной точки зрения и опасно для всего мира. Ну, может быть, не так опасно, потому что понятно, что не только свет на США не сошелся клином, но, тем не менее, промышленность, технологии и то будущее, которое нам нужно построить, все это в том числе определяется и США. Итак, антропогенные факторы. Мы вот видели картинку, наверное, все, как белый медведь на льдине тающий пытается спастись, и мы видим потерю биоразнообразия. И это такая комплексная задача по защите биоразнообразия в мире, где живет 8 миллиардов людей. И понятно, что все наше ВВП во многом пока еще основано на ископаемом топливе, на нефти и газе и угле. Но, конечно, мы не можем решить это сразу. Необходимо разрабатывать новые сельскохозяйственные технологии, использовать землю правильным образом. Но потеря функции экосистемы и потеря биоразнообразия — это то, что наблюдается во всем мире. И, конечно, загрязнение, экологическое загрязнение. Это не только СО2 и СО, парниковые газы, но и токсичные загрязняющие элементы. Это и в океанах, и в воздухе, и в почве. И они сейчас в нас тоже. Микропластик, микротоксины, они попадают в наш организм. Мы неизбежно вдыхаем все это все в нашем организме, в организме тех, кто живет в городах. Помните, 53 года назад прошла первая конференция ООН в Стокгольме, а затем в Рио-де-Жанейро. Вот были подписаны крупные соглашения в 1992 году, например, но успеха не было. Затем был Рио плюс 20 в 2012 году, и все с ужасом обнаружили, по 3 соглашениям успеха нет, и тогда они придумали цели в области устойчивого развития, а сейчас мы и тут проваливаемся. Сейчас мы выбрали президента, который считает, что да вообще можно просто отрицать реальность и
И все и так сойдет, все само рассосется. Но это тоже не очень хорошо, правильно? Ну и последний пункт, вот там, где не все так хорошо. Конечно, мы благодарим наших инженеров, ученых, гениев, которые способствовали развитию технологий, но эти технологии вышли из-под контроля. Да, дамы и господа, мы их уже не контролируем. Ну, по крайней мере, в моей стране их уже не контролируют. Совсем не контролируют. Да, есть два места, где технологии существуют. Ну, три места, где они существуют. Первое — в университетах. Да, ну, я субъективен немного, я работаю в университете, тем не менее. Далее. Это компании, корпорации, предприятия. В моей стране бизнес сделает все, что угодно, пойдет на все, что угодно, чтобы заработать денег. Они будут врать, они будут обманывать, рисковать здоровьем граждан. Не сомневайтесь. Никакой социальной ответственности крупных компаний нет. Это вообще против американского капитализма. Они должны увеличивать прибыль акционеров. А если что-то не так, то они вас в суд потащат. В Делавэр, например, в штате Делавэр. И третье — это технологии есть у военных, у служб безопасности, и там все покрыто секретами. И я скажу вам свои выводы. Пандемия ковида была не экологическим явлением, она была создана в американской лаборатории. Я занимался этим очень плотно. И этот вирус появился в американской лаборатории, а не в китайской лаборатории. Может быть, в китайской лаборатории его тестировали и случайно выпустили на рынке в Ухане, но именно все это было создано в американской лаборатории. Еще кое-что скажу. Это не было под контролем. Совсем никто это не контролировал. Это секретная работа, никто по ней не отчитывается, никак не регулируется. И это небезопасно. Ну вот. Вот в таком мире мы и живем. Таков статус-кво. То, чем я занимаюсь, экономический рост, с этим проблем нет. Да, мы сможем найти источники экономического роста. Это образование, это технологии, это два основных фактора экономического роста. Но, как вот задали вопрос, а блага-то какие-то это приносит миру? Плюсы есть какие-то? Вот с этим уже проблемы. И позвольте мне закончить с таким наблюдением. Наблюдением одним из людей, которых я считаю легендой. Профессор биологии Эдвард Уилсон из Гарварда. Он занимался эволюцией по методу. Он был дарвинистом. Он учил меня, мне кажется, учил даже и мою жену, когда мы вместе еще учились. Эдвард Уилсон говорил: мы вступили в 21 век с эмоциями из каменного века, институтами из средних веков и технологиями, которые, по сути, стали Богом. То есть нет гармонии. Наши тенденции, наши намерения, инстинкты сформированы 75 тысяч лет назад в саванне африканской. Институты, им несколько сотен лет. Ну, США сформировалась. Институты США сформировались всего лишь несколько сотен лет, и мы в этом области молодая страна, наши конституции. В конце XVIII века была написана, сейчас она уже тоже устарела и уже не очень хорошо функционирует. То есть, по сути, институты устарели, и они не совпадают с нашими эмоциями, инстинктами. Но и кроме того, в саваннах в Африке нам не нужно было решать проблемы парниковых газов, ядерной угрозы и вот этими технологиями. Самая крупная проблема — это был вот
лев, который за вами охотился, или племя, которое жило по соседству. А сейчас нам каким-то образом нужно сотрудничать, сосуществовать, и причем в рамках всей планеты, и решать проблемы, огромные сложности. У большинства правительств даже нет технических компетенций, чтобы их решать. И даже намерений нет решать проблемы. Я вот не знаю, мое правительство, оно некомпетентно, полностью пронизано коррупцией, или, может быть, и то, и то. Почему они не решают проблемы изменения климата? Это приоритет на основании того, что мы знаем. И это признак того, что система управления, система правительства не работает. И последнее. Очень важная мысль. Многополярность означает, что у мира много центров влияния. США, ЕС, Россия, Китай, Индия. Кстати, я предсказывал, что и Африканский союз начнет подниматься. Его роль в ближайшие десятилетия будет нарастать, потому что Африка постепенно будет подниматься с колен. Да, были задержки по ряду причин. Вот это многополярность и есть. Многосторонние механизмы — это еще одна важная идея. Многосторонние механизмы — это то, что мы живем в многополярном мире, и мы принимаем идею верховенства права, принцип верховенства права, принцип международного сообщества. Да, есть глобальные проблемы, и для их решения нужны не национальные, а глобальные решения. Это звучит как некая база, да, но этого нет. Я сейчас провожу в США не так много времени, но когда я туда приезжаю, я в основном еду в ООН. Мне вот очень не по нраву ООН как концепция. Не то, как сейчас это реализуется, потому что сейчас ООН не функционирует так, как нужно. Но я, по сути, провел там всю жизнь. Я был консультантом у 3 генеральных секретарев, это и Гутерреш, и Бан Ки Мун, и Пан Ки Мун, и Кофи Аннан. Потому что я считаю, что это крайне важно. Вот часто говорят про глобализм. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Часто говорят, нам не нравится глобализм, нам не нравится глобализм. Я не знаю, кто какие ассоциации туда вкладывает, но я верю вот что. Мы не хотим, чтобы одна страна навязывала культурные ценности другим странам. Нам нужно, чтобы у нас было много религий, много систем ценностей, много культур. Мы не хотим, чтобы везде было одинаково. Но нам нужна система мира, управления, миропорядка, чтобы что-то решалось не из одной области и региона, а чтобы мы на глобальном уровне могли решать единые проблемы. Нужно контролировать и держать под контролем ядерное оружие. Все-таки договор о нераспространении должен функционировать. Там есть пункт о денуклеаризации мира, о мире без ядерного оружия. Мы ничего с этим не делаем. Вот эти 89 секунд — это же не про экологическую катастрофу, это и про ядерную катастрофу. И мы уже близки к этой катастрофе, потому что я знаю, что происходит в моей стране. Мы видим, что сейчас творит Израиль, а это ядерная держава. И, конечно, позор то, что там происходит. Надо остановить геноцид в Газе на уровне ООН. Нам нужна система мирового управления, которая обеспечит безопасность, сможет решить экологические вопросы и помочь всем людям Земли
пользоваться технологиями к своему благу. И самое главное, чтобы эта система помогла нам жить, процветать и радоваться друг другу и культуре друг друга. Для меня это большое удовольствие быть в России. Впервые я приехал в Россию в 70-м году, 55 лет назад. Я люблю эту страну, с тех пор всегда ее любил, и я очень благодарен вам за эту возможность. Большое спасибо. Спасибо огромное, друзья, все спикеры, все эссеисты, все терпеливые слушатели и зрители, и офлайн, и онлайн. Спасибо вам огромное за внимание. Я предлагаю все это дело запечатлеть и сделать общую фотографию. Давайте все спикеры, кто сегодня выступал, я жду вас здесь, на этой сцене. Будьте добры подняться на нее, чтобы сделать памятное фото. И Максим Орешкин, Хуан Антонио де Кастро де Арес Покачага. Это все требует аплодисментов, безусловно. Все они заслужили их сегодня. Каролайн Поли, Сергей Иванов, Рашид Язами, Даяна де Карвалью Ухдре и Джеффри Сакс у нас здесь. Сейчас отцентруемся. Is it good? Tell me, please, my colleagues. Хорошо все? Коллеги, так ли хорошо? Я думаю, что совместного прыжка мы требовать не будем, синхронного, да? И так все достойно смотрится. Ну все. Все. Я надеюсь, у нас много времени. Все, спасибо огромное. Thank you very much. It was Большое спасибо. Было приятно вас послушать.